Здравствуйте, друзья! Вы на канале «За синим мостом». И сегодня мы продолжаем и, надеюсь, завершим ремонт в нашей ванной комнате. Чего не так? Не завершишь ты. Зеркала нет. Ничего нет еще. Просто сегодня мы продолжаем. Короче, очередной этап. Заново. Очередной этап ремонта в нашей... Я вот это вставлю. Значит, очередной этап ремонта в нашей ванной комнате. Ставишь ты. Вот там. Ну вот, виновник торжества — это вот такая столешница, которую мы купили. Купили мы щит мебельный, 2-метровый, отпилили его здесь уже по размеру, ну в нашем случае это 1,35 м, покрыли его на 3 слоя специальным маслом, и сейчас его будем устанавливать. Кроме этого мы отпилили 6 ножек, которые будут поддерживать эту столешницу, на которой будет располагаться накладная раковина керамическая. Но прежде чем устанавливать эту столешницу, нужно будет вынести из ванной комнаты, соответственно, старую мойку, которая туда уже не вернется, отодвинуть стиральную машину и уже потом, собственно, приступать к инсталляции вот этой вот тумбы. Да, вот этой вот мебелины. Вот. Прошлый ролик по ремонту санузла вышел достаточно давно, но затык у нас получился в том, что и времени не было. Потом мы купили вот, значит, накладную раковину, оказалось, что для нее сифон еще нужно поискать, походить, потому что там другой диаметр гайки не 40, а 32. Не в каждом магазине она есть, и не в каждом крупном магазине она есть. Ну вот сейчас, скажем так, звезды сошлись. На удивление выручил нас маленький магазинчик. Все это нашлось в маленьком именно магазинчике, поскольку магазинчик был заинтересован в том, чтобы не терять прибыль, и они нам собрали то, что вот нам надо, я не знаю, как это называется, ну, в общем, всю эту требуху из трубок, из разных наборов. В общем, спасибо им большое. И по цене это оказалось даже ниже, чем в крупных строительных супермаркетах. И тем более, что в крупных строительных супермаркетах мы столкнулись с тем, что в одном не было, в одном никогда не было такого, во втором все раскупили, а в третьем просто об этом не слышали. Выручил частный мелкий бизнес, малый бизнес. В общем, все, поехали. Здесь мы все прибрали, вставили вот такой патрубок. Вставили такой патрубок, где есть вывод для стиральной машины. Поскольку вот ту систему, которую нам собрали в магазине сантехники, к сожалению, у них не было детали в сифоне, куда бы был слив для стиральной машины. Ну, невелика беда. И наша задача сейчас прикрепить столешницу вот сюда. Прикрепить ее к стене и опереть ее временно на пару ножек. Но прежде чем мы это начнем, нам нужно определиться, какая сторона столешницы у нас будет, скажем так, лицевая, верхняя, и какая сторона будет передняя. То есть нам нужно к задней стороне прикрутить вот такие уголки. Если вы обратили внимание, у нас белый смеситель. Почему именно белого цвета? Потому что у нас вода жесткая, и если бы он был просто хромированный, серебристый, на нем бы очень хорошо был бы виден известковый налет. А так, на белом смесителе этого, конечно же, не видно. Значит, уже почти установили раковину. И казалось, что гибкая подводка, которая шла в комплекте со смесителем, немножко коротковата. Пришлось мотануться в магазин и купить более длинную. Это вот была на 45 сантиметров.
Прикупили на 60, этой точно хватит. Ну все, устанавливаем. В общем, время уже 9 вечера. Даже уже больше 9. Те гибкие подводки, которые я купил в магазине в Тетрисе, мне не подошли. Дело в том, что там для этого смесителя нужен более тонкий концевик. В общем, то, что мы купили, нам не подошло. Завтра поеду в тот небольшой магазин сантехники, где я приобретал вот эту всю требуху для раковины. Попробую у них посмотреть, может быть, у них что-то есть. В магазинах продаются подводки с конечной частью на 10 миллиметров, а мне нужно на 8. В общем, съездил несколько... Да что ж ты не фокусируешься-то? А мне нужно на 8. В общем, объездил несколько магазинов. Нигде такой нету. Хорошо подсказали. Есть вот такая штука, называется коннектор, соединитель. То есть вот сюда мы прикручиваем старую подводочку, и все будет хорошо. Ну, в общем, продолжаем дальше. Дубль 3, можно сказать. Сейчас будем устанавливать вот эту гибкую подводку. А уже потом устанавливать раковину. Надеюсь, теперь все получится. Очередной этап работы в ванной комнате у нас завершен. Мы установили столешницу на 4 ножки, установили накладную раковину, подключили, соответственно, ее к воде, канализации, подключили стиральную машину. Всем этим снова можно пользоваться. Конечно же, впереди у нас еще предстоит работа по декорированию вот этого вот пространства. И нужно еще будет придумать, как закрыть стиральную машину с торца.
Ну вот и все. Ремонт закончен. Ну, почти закончен. Конечно, еще надо купить зеркало, надо привести в порядок некоторые швы на плитке, надо облагородить вход и выход из нашего санузла, то есть прикрепить наличник. В общем, кое-что еще осталось. Предыдущие дубли мы закончили на том, что мы меняли смеситель и устанавливали нашу раковину. Далее у нас просто не было времени все это снимать. Хотелось быстрее и быстрее все это доделать. Как говорится, был творческий запал, поэтому многое осталось за кадром. Ну и мы немножко сняли, как вот делали штапик, прикручивали штапик, как мы приклеивали штапик, и как устанавливали вот эти уголки. Здесь я еще креп пока не снял, пусть, как говорится, жидкие гвозди прихватят. Осталось за кадром, как мы доделывали тумбу, которая вот под раковиной. Мы купили еще один мебельный щит более тонкий, обрезали его. Самое трудное было прикрутить его изнутри на уголки к кафелю и к столешнице, и потом суметь задвинуть туда стиральную машину. Задача была не из легких. Еще предстоит нам вкрутить крючки снизу в столешницу и на палочке подвесить занавеску. Для занавески у меня еще пока нет нужной ткани. Как только я эту ткань найду или куплю, пороюсь в своих запасах, сразу же я сюда эту занавесочку сделаю. Делать дверки не видим никакого смысла, потому что очень нестандартный проем. Дверки эти сейчас настолько подорожали, что очень они удорожают вот всю эту работу. А самое главное, что никакой в них разницы в функционале по сравнению с занавесочкой я не вижу. Занавеску еще и проще мыть. Снял, помыл, простернул, погладил, обратно повесил. Вот эта шторочка ждала своего часа целый год. Это была такая вещь, которая меня стимулировала к пониманию, к осознанию того, что эта мечта, вот этот санузел красивый, когда-то будет достигнута. Кстати, ставишь стяжку пола здесь в санузле, когда здесь были просто стены из ОСБ и больше ничего здесь не было. Я начал заливать в апреле 2020 года, а сейчас у нас апрель 2022 года, 1 апреля, день, когда мы познакомились с Леночкой, это было 17 лет назад, в 2005 году, и вот под эту дату, скажем так, подгадали, завершили большую часть работ по нашему санузлу. У нас получилось такое семейное творческое вдохновение. Я так рада, наконец-то здесь красота. У меня даже слезы на глазах, потому что это все, эти недоделки меня очень сильно нервировали, потому что я человек-визуал, и мне крайне важно, чтобы было эстетично и красиво. И сегодня праздник для моей души. Спасибо моему любимому мужу. Пожалуйста. Добивайтесь целей вместе. Да, добивайтесь цели вместе. Если понятно, что лень – это двигатель прогресса. Но Лена – двигатель более уверен. Да, но женщина – это более верный локомотив прогресса, потому что, куда, я без Лены бы… А я без тебя бы ничего не смогла сделать. А бы и не продолжил это все. Нет, если бы я жил здесь один, как говорится, холостяком, мне бы хватало, как говорится, унитаза и стен ОСБ. Может быть, даже и не крашеных. Подставки для телефона. Да, и подставки для телефона напротив унитаза. Вот, а теперь здесь красота. Я так и вижу, как здесь будет красивое зеркало в деревянной раме. Мы это масло так экономно расходуем. Это то самое масло, которое мы использовали первый раз еще при создании нашей кухни. И в ролике про кухню мы о нем рассказываем подробно. И номер мы там говорим. Да, ссылку я под роликом оставлю на ролик про кухню. Да, и здесь вот все детали покрыты этим маслом. Столешница покрыта 3 слоями для того, чтобы была более уверенная влагозащита. Все остальные детали на 1 слой, потому что это больше декоративная функция здесь у масла. Вот. И остались какие-то мелочи, но самое главное, что мы завершили вот этот огромный-огромный пласт работы. Ура! Ура! Ну и на этой. Да, ну и на этой прекрасной ноте хотим с вами попрощаться. Всем пока! До встречи за синим мостом!